Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро расклад. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 22 по 28 июля. Давайте узнаем, что карты думают для вашего знака зодиака, какие энергии на эту неделю нам покажут. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, искренне мы с вами проведем приятное время, и все равно какую-то подсказку вы получите. Итак, в нашем традиционном раскладе мы зададим привычные вопросы. Первая карта и первый вопрос. Что важно знать, как карты видят, какая энергия может быть для вас наиболее предпочтительна на этой неделе? Итак, что важно знать? Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что за вас? Что для вас плюс? Что скрыто? И по основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Деньги, финансы и личная жизнь. Что же будет важно? Это карта духовности, карта искателя Грааля, рыцарь на белом коне. Для кого-то из вас это может быть как какой-то творческий проект или ваша задумка. Нет в этой карте материализма. Эта карта может все-таки говорить, поскольку рыцарь кубков, о возвышенных чувствах к какому-то человеку или его чувства к вам. Может быть какая-то встреча или поездка, которая как будет ознаменоваться тем, что вы перемещаетесь к такому человеку. Как раз предвкушение какого-то свидания у кого-то и так будет. Но для кого-то из вас это может быть еще время откровенности. Что важно знать? Уделяй внимание только тому, где-то с одной стороны карта подсказывает, доверяй своей интуиции. Или доверяй тем отношениям, которые на долгий период времени, те, которые искренне, которые строятся не на заинтересованности. Что такое заинтересованность? Она выглядит, как вроде бы мы похожи друг на друга, если мы про личную жизнь. Или у нас совпадают интересы. Сегодня совпадают, а завтра не совпали. И все, и союза нет. Где-то вам прочувствовать нужно какие-то тонкие очень нюансы, мои дорогие представители знака зодиака Рак. Есть что-то возвышенное на этой неделе, что более важно, чем какой-то материализм. Может быть, это любовь? И в неожиданностях пятерка мечей. Мечей – это первая победа. Здесь может быть какой-то конфликт. Человек, кстати, на вас может где-то давить. Причем любой, нам не говорят. Это может быть и работа, это могут быть какие-то вопросы в инстанциях. Может быть у кого-то и по части родственников. То есть в любой абсолютно обстановке, любой абсолютно человек. Когда есть какой-то конфликт, и вы видите, как нужно действовать одним образом. Человек имеет свою какую-то точку зрения. Так вот, карта советует, что не увеличивать дистанцию конфликта. Может быть, как о себе напоминает как раз та персона, с которой был конфликт, и тогда мы эту дистанцию не расширяем. С другой стороны, мы сохраняем собственные принципы, об этом тоже говорит. Не прогибаемся где-то, не наступаем на горло собственной песни в угоду кому-то или в угоду тому, чтобы к нам хорошо относились. Но очень тонкий нюанс, когда как-то очень узкий какой-то фарватер или, как знаете, нет, нам бы хотелось, может быть, так широким жестом что-то совершить или больше ясности достигнуть, а есть какой-то вопрос либо скользкий, либо, имеющий какие-то очень множество нюансов, когда вам придется, с одной стороны, манипулировать, чтобы этот конфликт не разгорелся, а с другой стороны, еще и делать выводы и сохранять собственные принципы. Лавировать, по сути дела. Потому что, может быть, если мы говорим про чиновников, и вы пришли в кабинет, зашли, а там сидит такая персона, которая
На лицо посмотрел, да, он уже тебе готов сказать нет. Значит, где-то придется красиво манипулировать. Или искать какие-то обходные пути. Или, если в личной жизни, ну, тоже тогда выводы мы делать можем, а сам по себе конфликт, он ведь ничего не решит. Вот примите это к сведению. Чему сейчас не время? Уходить от решения какого-то вопроса или ждать, что этот вопрос решится сам по себе, старший аркан умеренности. Не думать, вот, кстати, что я попробую сидеть на двух стульях, и вашим, и нашим, а потом время пройдет, и какой-то вопрос решится. Нет, все же, вот я сказала, мы сохраняем собственные принципы. Вот есть что-то для вас, мои дорогие, то, что не может быть изменено никаким образом, то, что не может быть продвинуто как-то, вы не можете себя как-то в чем-то ущемлять, понимаете? И вы этого должны придерживаться. Иначе вы можете что-то для себя очень важное упустить. Но и уходить от решения какого-то вопроса. Может быть, это кто-то вас как на конфликт пытается специально где-то вывести на эмоции. Тогда вы не должны этого себе позволить. Вам придется сохранять марку, держать осанку при любых поворотах. Потому что и вопрос вроде бы нужно какой-то обговорить, обсудить. И в то же время дипломатия творит чудеса. И когда кто-то даже на нас, бывает, нападает, но если мы эту перчатку не поднимаем, то тогда все сказанное человеком, оно оборачивается ему самому. Вот какая-то такая позиция, когда и может быть, и хочется сказать, но молчание будет золото. Когда и хочется, может быть, уйти, хлопнув дверью, а придется что-то продолжить. Когда для кого-то, может быть, и не хочется кого-то видеть даже, а все же какой-то важный, глубокий разговор придется совершить. Вот вы на своей волне должны быть. И если мы говорим кубки, ведь это ваша энергия. Что же вам помогает точно? Вот все то, что я объяснила, переложите эту карту «Королева кубков». И раньше ее показывали как королева-русалка. Это та, которая заманивала рыбаков и моряков на пучины морские, обещая им несметные сокровища и неземную любовь. Ей верили, за ней шли, там и оставались. Великий манипулятор в очень красивых, каких-то мягких, нежных, возвышенных энергиях. Он может пообещать, этот человек, но ничего не сделать. И карта вам напрямую говорят, вам это помогает. Как бы это ни звучало, но вам эти энергии только со знаком плюс. Я так вижу. Все то, что мы сейчас с вами обсуждали, как раз и логично, что заканчивается, что вот эта энергетика по карте Королева Кубков вам помогает. Вообще это вы сами. И где-то принц Кубков тоже. У вас не должен сорваться какой-то проект. Или у вас что-то тоже должно продолжаться, несмотря на костную среду. Или на то, что вы не можете быстро что-то осуществить. Но значит, где-то планомерно, шаг за шагом у вас получится что-то осуществить. Но, в принципе, лояльность какая-то и манипулирование вам помогает. Мне нечего добавить. Что скрыто? А тем не менее, вывод, мы, если про принципы, вы будете делать вывод. По сути дела, если мы про манипулятора, это, ну, видимо, такие энергии, реакция вот ваша на этой неделе, как будто ничего другого судьба не оставляет. Это когда мы сделали выводы. Но мы это для себя сделали, и мы никому не транслируем. Что скрыто? Это вы будете скорее скрывать какое-то свое однозначное решение. Скорее вы примете либо по какому-то конкретному вопросу, либо по какому-то человеку. Дела, работа, бизнес. Тут порядок. Одна из лучших карт в колоде, восьмерка пентаклей, получение денег или все идет по плану. Более того, эта карта прогресса нам уже показывает профессионала. И он кует пентаклей буквально, и деньги в рост, и какой-то профессиональный ваш, как взлет, победа, продвижение, то, что вы задумали. У вас все получается. Мне нечего добавить. Или приходят деньги. Денежная энергия мы тоже посмотрим. А вот здесь вы можете кому-то, может быть, вот эти вот все карты как раз говорят о том, что вы кому-то скажете нет по деньгам.
может быть, как помощи какой-то по деньгам. По пятерке жезлов самому не попасть в просак. Будьте внимательны. Почему? Иногда проходят те люди, которые, допустим, нам утром пообещали помощь, а к вечеру они про нас забыли. Интересы поменялись. И вам придется таких людей где-то просчитывать. Некоторая детскость какая-то. Вот, может быть, есть конкретный человек, который уже прежде был замечен в чем-то подобном, что не положиться, ни ответственности не потребуешь. Может быть, и вам придется где-то манипулировать. По пятерке жезлов нам еще говорят очень много информации. И не откликайся быстро на то, что ты будешь слышать. А анализировать как раз придется любую новость. Но ее придется не просто проанализировать, а может быть найти дополнительную информацию, найти, знаете, как истину. Потому что по пятерке жезлов я называю это информационный хаос. Здесь ничего не разберешь. И может быть какие-то конкретные обстоятельства, когда вокруг есть много информации, что, ну, может быть связано, к примеру, работа банков или какой-то еще системы, электронной, расчетной какой-то системы. Здесь может быть какая-то путаница и чехарда, на которую тоже не стоит реагировать эмоционально. Отступить полшага назад, перепроверять, ложная эта информация. Одна как бы сорока на хвосте принесла, или действительно уже где-то, ну, допустим, опубликовано было что-то, у кого-то может проиграться буквально так. Поэтому не торопитесь где-то эмоционировать на услышанное, так и не торопитесь включаться деньгами в решение какого-то вопроса. Личная жизнь. Ну и тут тоже что-то обдумывает король жезлов, харизматичный лидер. Жезлы — это отчасти тоже где-то энергия денег. И, конечно, это может быть как ваша карта, когда вы по части личной жизни будете принимать какое-то решение. И тогда тоже с позиции, как себе не навредить. Но никуда не спешит наш король жезлов. Он тоже сел и думает. И вот в этой колоде карт цвета имеют значение. Обратите внимание, белые перья возле челмы на голове у короля. Вы должны быть честны сами с собой. Чего бы ни касалось на этой неделе, или вопросы в вашей семье, в вашей личной жизни, в вашей паре, или если вы один или одна, и вам надоел этот сольный вариант, тут тоже нужно продумать, каким образом познакомиться, может быть, и быть честным самим собой. Может быть, продумать и завершить какой-то период ожидания. Вот у кого-то будет так. Или решить какую-то проблему или вопрос. Вдумчивость вот от начала до конца. И искренность, как и с самим собой. Так может быть, и если мы говорим про отношения или про ваши какие-то планы, такие высокодуховные, принять, что есть в реальности, что можно осуществить, и каковы мои помыслы, цели, намерения, насколько это реально в жизни. Тут ведь у каждого какая-то своя задача и вопрос. Поэтому не торопиться, наблюдать и делать выводы. Но, в принципе, по деньгам, по работе здесь порядок. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.